Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам про некоторые приметы и полезности, которые вы можете применять в своей жизни. В первые лунные сутки и в первый солнечный день нужно создавать полезные мыслеформы, думать только о хорошем, посылать в космос светлые мысли, думать, как помочь людям. Тогда весь месяц пройдет благоприятно, и в помощь вашему делу из космоса будет идти только чистая и светлая энергия. Почему люди болеют? Потому что неблагодарны. Неестественные мысли и чувства человека – причина некоторых болезненных состояний. Если у вас заболит ступня, вы нарушили что-то в умственном мире. Если заболят голени, нарушили в чувственном мире. Если заболит бедро, нарушили в физическом мире. Если вы когда-то насмехались над человеком из-за его болезни, эта болезнь непременно посетит вас. Если сын в семье единственный, то он никогда не должен жениться на единственной дочери, так как в этом случае они оба главы своего рода. Духи предков всегда хотят возвеличить свой род как с одной стороны, так и с другой стороны. Поэтому их судьба может не сложиться, или будут вечные скандалы в семье. Иконы берут на себя зло, а потом, насытившись, начинают возвращать. Поэтому иконы, находящиеся у вас в доме, нужно постоянно освещать святой водой или носить на освящение в церковь. Где бы вы ни были, входите в автобус, в трамвай, в троллейбус, в метро, в офис и так далее. Прежде чем сесть на какое-либо место, нужно мысленно наложить мыслеобраз своего огненного религиозного знака на это место. Православные накладывают мысленно огненный крест, а буддисты и мусульмане – огненный полумесяц. И только затем можно сесть. Когда вы накладываете мыслеобраз своего огненного религиозного знака, то вы сжигаете всю негативную информацию на данном месте, оставленную другим человеком. Если же вы этого не сделаете, то, садясь на это место, вы через первую чакру можете получить негативную информацию и потом удивляться тому, откуда у вас появились проблемы. Проблемы могут быть разные – туберкулез, СПИД, сахарный диабет, астма, атипичная пневмония и многое другое. И вы можете заболеть и не знать от чего. Также, если вам позвонили в дверь, то прежде чем открыть дверь, нужно на эту дверь мысленно наложить мыслеобраз своего огненного религиозного знака. Или если зазвонил телефон, то прежде чем поднять трубку, нужно наложить мыслеобраз своего огненного религиозного знака на телефон. Тем самым вы сжигаете всю негативную информацию человека, вам позвонившего, или негатив той информации, которую он вам сообщил. Деньги нужно давать правой рукой, а брать левой, потому что правая рука человека деловая, а левая денежная. И если вы подаете нищим, то нужно сначала деньги отдать, а затем мысленно сказать: «От этих денег отрезаюсь». Иначе между вами и нищим может установиться двусторонний канал, и каждый раз, видя его, вам захочется давать ему деньги. Если кто-то, брат, сестра, знакомые, друзья, соседи и другие, говорят вам о своих проблемах, мысленно нужно сказать: «И тебе того же». Или «Чужое не возьму, свое не отдам». Или «Пусть твое тебе и останется». Или же взять за выслушивание чужих проблем плату. Только в этом случае вы не возьмете чужие проблемы на себя, а нам хватает и своих проблем. Знайте, жалеть нельзя, можно сострадать. А знаете ли вы, откуда у нас поговорка «повесить лапшу на уши»? При просмотре пациентов мы часто видим, как на астральных ушах пациентов висит черная лапша. Это говорит о том, что пациент любит поговорить по телефону, и астральная лапша висит на том ухе, к которому пациент прикладывает трубку. Нельзя давать в чужие руки зажигалки, спички, свечи, все связанное с огнем. Уйдет ваша жизненная энергия. Когда дарите часы, в мыслях надо держать, что дарите только механизм.
иначе вы теряете свое счастливое время. Когда дарите туфли, в мыслях надо держать, что дарите вещь, иначе вы дарите свой жизненный путь. Когда дарите рубашку, нужно мысленно дарить материал, иначе дарите свое счастливое рождение. У мужчин правая сторона счастливая, у женщин левая. Утром, умываясь, надо говорить: «Смываю маску старости». Когда ставите свечи Иисусу, надо проговаривать: «За здравие моих врагов». Когда просишь Господа, надо говорить: «Пошли мне то, что я заслуживаю, если это возможно». Всегда нужно помнить заповедь царей: «Не делай добро недостойному». Нужно обязательно чтить свою религию, своих духов, предков, подпитывать свое генеалогическое древо. Нельзя вешать фотографии людей на стенах квартиры или ставить их на столах, а тем более фотографии умерших. Их надо хранить в альбомах раздельно. Не будьте недовольны, разве что на самих себя. Не давайте сделать другим то, что можете сделать сами. Не повторяйте дважды то, что можете сказать один раз. Не плавайте там, где надо летать. Не оборачивайтесь там, где надо спешить. Не изорвите рта злоречием там, где надо пройти молча. Человек должен уметь отличать зерна от плевел. Для этого ему дан разум. Приведу одну поучительную притчу. Как-то вечером шел по дороге почтеннейший Будда со своими учениками. Показывая на отражение луны в луже, Будда спросил своих учеников: «Что это?». Ученики хором ответили: «Луна». Тогда, взмахнув рукой вверх в сторону луны, Будда сказал: «Вон луна, а это лужа. Если ломаешь руку, думай о том, что ты делаешь. Если ломаешь ногу, думай о том, куда ты идешь. Если у тебя заболевает сердце, думай о своем непокаянии или о своей гордыне. Если у тебя болит печень, думай о своей жестокости или о своем легкомыслии». Занятия колдовством, черной магией, производством абортов. Кто бы это ни делал, врачи или повитухи в деревнях, которые наносят огромный вред людям, разрушают генеалогическое древо человека, занимающегося этим. Бездетность, болезнь половых органов, шизофрения, венец безбрачия, неизлечимые болезни. А если к этому времени вы еще имеете и детей, то они тоже подвергаются воздействию закона воздаяния. Ведь сказано: «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за дела отцов, наказывающий детей до 3-го и 4-го рода». В народе этот космический закон называется проще – закон бумеранга. Об этом законе говорится и в пословицах: «Не копай чужому яму, сам в нее попадешь». Живите настоящим. Не ностальгируйте по прошлому, не мечтайте о будущем, а сконцентрируйтесь на том, чтобы полностью быть здесь и сейчас. Это единственное место и время, где вы можете что-то изменить своими действиями. Будьте терпеливы и настойчивы. В жизни не так важно, чего вы добились. Более важно то, что вам пришлось преодолеть. Чтобы получать, надо отдавать. Если вы поддерживаете, ведете и направляете других, если вы оказываете позитивное влияние на их жизнь, вы пожнете богатый урожай. Используйте кризис как возможность. Каждая потеря ведет к новой возможности, а каждая трудная ситуация таит в себе потенциал. Доверьтесь своему чутью. Какая польза от интуиции, если вы позволяете своим сомнениям постоянно топить ее? Привычка сомневаться в себе – главный враг успеха. Верьте в себя. Какими вы себя видите, так вы к себе и относитесь. А то, как вы к себе относитесь, определяет то, что из вас получится. Чтобы узнать, где живет твое сердце, обрати внимание, где бродит твой ум в минуты мечтаний. Когда Бог закрывает одну дверь, Он открывает другую, но мы часто не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще много интересного.